Собака укусила няню прямо за завтраком. Через несколько секунд начался хаос. Все думали, что собака сошла с ума, пока не проверили еду для ребенка. То, что они обнаружили, изменило все. Эта собака породы К9 не потеряла контроль. Он почувствовал смертельную угрозу, которую не чувствовал никто другой. Но то, что сделала собака дальше, ошеломило всех. Утро среды в доме Томпсонов выдалось мирным. За столом на высоком стульчике сидела малышка Эмма и хихикала, пока няня Сара подносила ложками еду к ее крошечному ротику. На другом конце комнаты лежал Титан. Немецкая овчарка породы К9, бывшая принадлежащая семье, настороженный, но спокойный. Его глаза молча наблюдали за всем происходящим. Титан отслужил 3 срока в Афганистане, прежде чем уйти в отставку и вернуться к гражданской жизни вместе с Томпсонами. Он был преданным, умным и яростно защищающим. Никто не подвергал сомнению его суждения до того утра. В одно мгновение безмятежный момент был нарушен тихим рычанием и внезапным движением Титана. Собака прыгнула вперед с ужасающей скоростью, опрокинула стул и бросилась к Саре. Прежде чем кто-либо успел отреагировать, его челюсти сжались. Не на ребенке, даже не в состоянии полной агрессии, а прямо на руке Сары, когда она держала ложку в воздухе. Миска упала на пол, овсянка расплескалась по плитке. Сара закричала, отшатнулась и попыталась вырваться. Эмма заплакала, испуганная и испуганная. Из коридора в комнату ворвался Майкл, отец Эммы, с широко раскрытыми от ужаса глазами. Увидев творящийся хаос. «Титан! Нет!» Инстинктивно закричал он, хватаясь за шлейку собаки. Титан тут же отпустил ее и отступил, тихо рыча, не отрывая глаз от Сары. Комната замерла. Сара схватилась за руку, дрожа, и слезы текли из ее глаз. Он укусил меня ни с того ни с сего, закричала она. Мать! Рэйчел ворвалась, подхватила Эмму и заслонила ее собой. Титан стоял в нескольких футах от него, напрягший хвост и напрягая тело. Он не был диким, но сосредоточенным, словно знал, что что-то не так. Но в тот момент никто не увидел героя. Они увидели угрозу. Воздух стал холодным. Тишину нарушил голос Майкла. «Уведите его отсюда». Титана увели, смутили и не поняли. После инцидента в доме стало жутко тихо. Титан, некогда защитник семьи, теперь сидел в одиночестве в гараже, уставившись на закрытую дверь. Растерянным, внимательным взглядом. Внутри Сара сидела за кухонным столом с холодным компрессом на руке. Укус не повредил кожу, но душевная рана оказалась глубже. Он просто сорвался. Дрожащим голосом сказала она. Я ничего ему не сделал. Рэйчел стояла рядом, нежно покачивая Эмму на руках. Выражение ее лица было напряженным, омраченным, тревогой и сомнениями. Он никогда ничего подобного раньше не делал, пробормотала она. Скорее себе под нос, чем кому-либо другому. Майкл мерил шагами гостиную, разрываясь между инстинктом и логикой. Он К9. Он обучен реагировать. Но к чему? Спросил он вслух.
Не было никакой угрозы, никакого шума, просто завтрак. Рэйчел села, явно потрясенная. Может быть, это возраст. В последнее время он стал более беспокойным. Сара наклонилась вперед. «Я действительно считаю, что вам стоит подумать о том, чтобы отдать его в новый дом. А что, если бы он выбрал Эмму?» Слова были болезненными. Рэйчел крепче прижала к себе ребенка. Титан был для нее как семья, но теперь даже она не знала, чему верить. Сомнение закралось в уголки. Ее сердце, вытесняя доверие, которое она когда-то испытывала к нему. Позже в тот же день миска с едой Титана осталась нетронутой. Через окно гаража он видел высокий стульчик Эммы, пустой и тихий. Он навострял уши, улавливая каждый звук, но никто не пришел. Внутри Майкл начал исследовать изменения в поведении старых служебных собак. Тем временем Рэйчел просматривала блоги о воспитании детей в поисках утешения. Чувство вины и смятения тяготили их обоих. Впервые они задались вопросом, было ли сохранение Титана ошибкой. Никто не подумал, что, возможно, он просто пытался защитить. Когда солнце начало садиться, Титан лег, все еще не сводя глаз с дома, ожидая, что кто-то его поймет. В тот вечер, как раз когда дом начал приходить в себя. После утреннего хаоса что-то пошло совсем не так. Рэйчел первой заметила перемену в Эмме. Она была необычно тиха, опустив голову на грудь матери. «Она теплая», — сказала Рэйчел, касаясь лба ребенка. Через несколько мгновений у Эммы началась сильная рвота, ее маленькое тело сотрясала дрожь. Началась паника. Майкл схватил ключи от машины, пока Рэйчел заворачивала Эмму в одеяло. «Мы сейчас поедем в больницу». Пока они мчались в отделение неотложной помощи, Сара сидела на кушетке, смотрела широко раскрытыми глазами. Шептала, что с ней происходит. Никто не ответил. Нет. В больнице врачи действовали быстро. Они подключили Эмму к мониторам и начали проводить тесты. Ее сердцебиение было нерегулярным, а уровень кислорода низким. К нам подошла медсестра с серьезным видом. Она ела сегодня что-нибудь новое. Рэйчел моргнула. Просто ее обычный завтрак. Овсянка, банан. Сегодня утром ее покормила Сара. Медсестра обменялась взглядами с лечащим врачом. Мы проводим тестирование на токсины. Это слово ударило Рэйчел словно удар в грудь. Токсины. Вы говорите. Но медсестра уже ушла. Срочность на каждом шагу. Тем временем Майкл мерил шагами зал ожидания, сжав кулаки и лихорадочно размышляя. Час спустя врач подтвердил их худшие опасения. Эмму отравили. В ее организм попало токсичное вещество, вероятно, подмешанное в пищу. «Хорошо, что вы ее вовремя привезли», — сказал врач. «Еще несколько часов. Это могло бы быть фатально». Рэйчел разрыдалась. Майкл крепко держал ее, но в его глазах мелькнуло ужасающее осознание. Укус, еда, поведение Титана. А что, если бы он напал не из ярости, а инстинктивно? А что, если тот, в ком они сомневались, пытался их предупредить?
Внезапно. Утренний хаос стал казаться чем-то совершенно другим, отчаянной. Попыткой спасти жизнь. Вернувшись домой, Майкл не мог избавиться от ощущения, что они что-то упускают. Утренний хаос прокручивался в его голове. Ложка, укус, пролитая еда. Ничего из этого не сходилось, если только Титан не увидел или не почувствовал чего-то, чего не увидел он. Под влиянием подозрений он подключился к системе безопасности дома. Камеры на кухне были установлены несколько месяцев назад. В основном для спокойствия. Он просмотрел кадры с того утра, наблюдая, как Сара ходит по кухне, готовя завтрак для Эммы. И вот, буквально за несколько минут до инцидента, он увидел это. Сара полезла в сумочку, достала оттуда маленький безымянный флакончик и осторожно капнула что-то в миску с едой для ребенка. Майкл замер, сердце его колотилось. Он прокрутил запись еще раз. Ошибки не было. В тот момент, когда Сара помешала испорченную еду и приблизилась к Эмме, титаны зашевелились, навострили уши, насторожились. Через несколько секунд он сделал выпад, но не из агрессии, а в целях защиты. Руки Майкла дрожали, когда он останавливал кадр. Он это увидел. Он знал. Он немедленно позвонил Рейчел, которая все еще была в больнице с Эммой. Он настоятельно рекомендовал проверить результаты ее токсикологического анализа. Спросили, нашли ли они что-нибудь синтетическое, что-нибудь горькое. Рейчел вернулась через несколько мгновений, голос ее дрожал. Они это сделали. Следы этиленгликоля, антириза, вещества, которое может убить ребенка за считанные минуты. Полиция была уведомлена. Увидев отснятый материал, Сара не выдержала. Она призналась, что подмешивала что-то в еду, заявив, что не хотела заходить так далеко, а просто хотела напугать их и заставить их отпустить ее. Но мотив не имел значения. Преступление было очевидным. Той ночью ее арестовали. Тем временем, вернувшись домой, Майкл открыл дверь гаража. Титан встал, уши направлены вперед, хвост опущен. Майкл опустился на колени рядом с ним. На глазах у него стояли слезы. «Мне жаль», — прошептал он. «Ты пытался нам рассказать. Ты был единственным, кто видел правду». Титан положил голову на колено Майкла. Преданный, прощающий и, наконец, понимающий. На следующее утро воздух в доме Томпсонов стал другим, как будто кто-то сбросил с себя тяжесть. Состояние Эммы было стабильным, она восстанавливалась в педиатрическом отделении, ее маленькое тело было выносливым. Но дома разговоры были только о Титане. Рейчел вернулась со слезами на глазах и пошла прямо в гараж, где лежал Титан. Когда она вошла, он встал и насторожился. Она опустилась на колени и обвила руками его толстую шею. «Мне так жаль», — прошептала она ему вмех. «Вы пытались спасти ее, а мы вас подвели». Титан не двинулся с места. Он просто наклонился к ней, словно прощая все. В тот же день Томпсоны отвезли Титана к ветеринару. Его челюсть слегка распухла от укуса, но ветеринар это подтвердил. Он не сжимал кулаки, чтобы нанести травму. Давление укуса контролировалось и измерялось. Ветеринар сказал, что это было предупреждение, а не
Нападение. Майкл с благоговением посмотрел на Титана. Он никогда не терял своей подготовки. Он точно знал, что делал. Слухи быстро распространились. Семья, друзья и даже соседи приходили к Титану с угощениями, открытками и объятиями. Он больше не был просто домашним животным. Это был пес, который спас жизнь ребенку. Тихий защитник, который видел опасность, которую не видел никто другой. Вечером Эмма вернулась домой. Убаюканная Рейчел. Титан лежал рядом, наблюдая за каждым ее движением. Когда ее положили обратно в кроватку, она протянула маленькую ручку. Титан придвинулся ближе, положив подбородок на край кроватки. Впервые с того ужасного утра Эмма улыбнулась и тихонько хихикнула. Рейчел и Майкл обменялись взглядами. Им не нужны были слова. Титан вернул себе не просто доверие. Он снова заслужил свое место. Опекуна их семьи. Не лаем или бравадой, а преданностью, инстинктом и укусом, который спас жизнь. Если вас тронула эта невероятная история, не забудьте поставить лайк, поделиться и подписаться.